240 километров запас хода на бензине. Всем привет! Сегодня у нас очень интересный автомобиль Haval H6, и он не простой, а именно плагин-гибрид. Да, это первые плагин-гибриды, которые поступили у нас в стране, и сегодня я вам хочу его показать. Неспроста я начал именно из салона, потому что вот смотрите, какой тут крутой интерьер. Белый, почти белый, ну скажем так, бежевый, но хотя он очень близко к белому. Очень приятный салон. И давайте посмотрим на него снаружи. Окей. Сказал, чтобы не забыть его включенным. Кстати, вот сейчас он включенный. Абсолютная тишина. Вообще ничего не слышно. Вот так выглядит автомобиль. Он в почти максимальной комплектации. Сейчас я вам покажу и максимальную, но какие тут именно отличия. Это передний приводный автомобиль. То есть он бывает плагин-гибрид передний привод и плагин-гибрид полный привод. Именно в полном приводе он здесь в максимальной комплектации. Отличия тут просто нету проекции и нету передних партроников. В остальном он тоже имеет все опции. По поводу технических данных. Это 1.5 бензин, который имеет 110 киловатт мощность, плюс электродвигатель, который имеет 130 киловатт. В совокупности они выдают 326 лошадей и 540 момента. Его заряд батареи должен хватать где-то на 110-120 километров. Понятное дело, это не когда мороз на улице, именно в хороших условиях. Но он показывает эти значения на борту, на бортовой компьютер, то есть реально он может проехать эти километры. Вот самый главный значок, PHEV. Вот такие фонари, абсолютно все одинаково, как и у бензиновой версии. Вот, кстати, и она. Вот так выглядит бензин. И так выглядит плагин-гибрид. Что мне еще понравилось в этом автомобиле, это его салон. Смотрите, в таком белом исполнении, как круто все это выглядит. Намного богаче, по моему мнению, чем черный. Но хотя и черный очень практичный. Вот сзади. Так это выглядит. Да, есть подогрев заднего ряда сидений. Подлокотник. Панорамная крыша, конечно. Кстати, еще одно отличие между максимальной полноприводной версией. Тут нету сабвуфера. Так. Все, конечно, регулируется электрически. Круиз-контроль адаптивный. Есть подогрев лобового стекла, подогрев руля, подогрев передних, задних сидений, подогрев зеркал. Все, конечно, это у нас присутствует. Абсолютная тишина в салоне. Вот это реально круто. По поводу батареи, смотрите. Показывает range, то есть запас хода 91 километр. И батарея почти полная, но она все равно, ее можно еще зарядить. 240 километров запас хода на бензине. Бак тут 55 литров. В принципе, я думаю, хватает и для городской езды, и для трассы. Автомобиль в транспортировочный режим. Вот такой гудок. Аварийка. Мы ее не включим, потому что у нас, вы это уже видели, общий запас хода. Видите? То есть при 88% заряда батареи, да, он имеет 88% заряд 91 километр. Вы можете высчитать и получите, сколько он может проехать на максимально 100% зарядке. 240 километров на бензине и общий запас хода 331 километр. Мне кажется, это очень круто, особенно для городской езды. Хотел показать еще, что у нас тут, конечно, память сидений.
режимы рекуперации. Есть слабый, стандарт и сильный. 3 режима. Это уже зависит, какой вам нравится. 3 режима настройки усилия руля. Легкий, комфортный, спорт. Давайте сейчас у нас комфорт. Давайте поставим легкий. Да, легкий реально очень легко крутится руль. Режимы езды Eco, Normal, Sport и Snow. 4 режима. То есть что-то можно даже по бездорожью показывать. 3D. Вот смотрите, какая красивая анимация. И самое главное, она очень быстрая. То есть тут реально нет никаких задержек. Все выглядит очень круто. Отсюда же можно складывать, да? Вот видите? Складываем зеркала. Какие функции есть? Люк можно открыть, багажник можно открыть отсюда. Вот. И он реально открывается, да? Закрываем. Секундочку. Закрываем. Да, интересная фишка. Но самое главное для меня, что она очень быстрая. То есть отклик на палец очень быстрый. Что еще хотел уточнить? В предыдущем видео про бензиновую версию очень многие имели претензии к этому автомобилю, что включается свет и, собственно, ручник именно из меню, да, из этого экрана. Да, вот освещение. Off, габариты, ближний и автоматический. Противотуманка тоже отсюда. Но хочу вам показать, что именно дальний свет вы включаете как на любом другом автомобиле. Вот отсюда. Вот так моргаете. Видно, да? И так включаете дальний. Очень быстро, без каких-либо проблем. С этим разобрались. Теперь с ручником. Смотрите, если вы садитесь за руль, пристегиваете ремень, то сразу, если нажимаете на педаль газа, автоматом отключается ручник. То есть это вообще не проблема. Конечно, для тех, которые хотят кататься на автомобиле без ремня безопасности, у них более неудобная эксплуатация будет, но в принципе я всегда пристегиваюсь, поэтому для меня я не вижу никаких проблем в этом. Теперь поворотники удобные. Вот так. Есть очечник, конечно же. Зеркало заднего вида. Тут все у нас, конечно, с подсветкой. Вот так. И большой подлокотник. Есть и ниша под тоннелем. Тут несколько функций. Вот открывание багажника, извиняюсь, тут багажника, и тут кнопка открывания лючка бензобака. Управление стеклами. Руль стал толще. Теперь давайте выйдем, посмотрим. Да, понял. Опять напоминает, что автомобиль остался включенным. На втором ряду я не сяду, потому что вы можете посмотреть видео про бензиновую версию, про эту. И там есть сколько расстояния там за водителем остается. Тут лючок бензобака, именно где заправляется бензин. И с другой стороны лючок, где вы заряжаете автомобиль. Есть и обычная, и быстрая зарядка. Вот так. Да, все видно. Закрываем. Открывается багажник. Тут вы можете увидеть, как выглядит устройство для зарядки. Вот так. Это он заряжается сразу от 220, да? Очень легко, вообще без каких-либо проблем. Тушитель. И снизу, конечно, нету запаски, потому что это плагин гибрид. Там все место занимает батарея. Вот такая шторка. Багажник, не знаю, как по мне, хотя по цифрам он такой же, но выглядит вместительнее.
И, конечно, есть электропривод багажника. Хотел добавить несколько слов и про максимальную комплектацию, которую вы здесь видите. Полный привод, то есть в максимальной абсолютно комплектации. Тут есть и передние парктроники. Давайте я вам их покажу. Есть проекция, да, и сабвуфер. Плюс ко всему это полный привод. То есть у него есть дополнительный электромотор на заднюю ось, который выдает 80 киловатт. То есть совокупная мощность этого автомобиля уже не 326, а именно 364. Мощность чуть-чуть больше и, конечно, намного больше зацепа у этой версии. Ну что ж, вот такое видео про Haval H6 плагин гибрид. Пишите свое мнение в комментариях, что выбрали бы вы, такой, либо простой бензин. Или, возможно, вам понравится H6 гибрид, не плагин. Об этом всем пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на канал. И всем пока.